Привет, мои дорогие девочки. Тут у меня такой интересный один комментарий. Оксана написала, что ей 54 года. Она одинока, меня никто не понимает, Оксаночка пишет, да, но рядом нет родной души. Давайте, девочки, знаете, что посмотрим, одинока ли ты или ты одиночка, да? То есть надо иногда вот понимать себя, потому что все-таки вот эти социальные нормы, они на нас, девочки, ложатся иногда тяжким грузом, да, потому что вот есть экстраверты, интроверты. И я, например, одну вещь поняла, да, в своей жизни, что иногда люди, которых мы считаем, да, или со стороны, или они сами о себе думают, что они одинокие, на самом деле они одиночки. Те, которым по факту мало кто нужен. Но иногда вот все равно человеку нужен человек, да, для какого-то общения и все остальное. Но иногда мы устаем от этого общения. Мы устаем от других людей, от их проблем и все остального. Особенно, когда у нас очень сильно работает своя голова, мысли свои, они кружат эти мысли, кружат, кружат, кружат. И когда вот кто-то другой с нами разговаривает, он на своем другом уровне, да, разговаривает. И мы можем включиться, но вот люди, которые, вот, скажем так, очень умные, скажем так, включаемся в разговоры, да, переживаем, какие-то думаем, что посоветовать и все остальное, и потом мы устаем от общения. И поэтому вот часто уходим. И кто мы? Одиночки или одинокие люди? Вы задавались этот вопрос? Но, конечно, иногда хочется поделиться. И ты видишь, иногда там кто-то музыку включил, какие-то такая большая компания на шашлыках и все остальное. И думаешь, проходишь мимо и думаешь, вот люди счастливые, они собрались, там поют, танцуют и все остальное, да. Но но, девочки, это тоже собираются люди с разными понятиями, с разными какими-то делами, со своими душами, да. Они все разные. И поэтому, как вы думаете, со стороны, есть ли там одиночки, есть ли там одинокие? Давайте посмотрим, одинока ли ты или ты одиночка. Давай глянем. Это у нас Таро без вариантов, и мы просто вот смотрим такую тему. Кто сейчас страдает или на кого вот эти социальные нормы легли, типа одиночество, да. Ой, она одинокая. Там Миша одинокий или Наташа одинока, да. Девочки, надо ли к этому так относиться, как об этом может кто-то говорить, да? Давайте посмотрим. Этот канал у нас о главном и случайном. Мы здесь гадаем без вариантов на ситуацию вот этого одиночества. Давайте глянем. Одинока ли ты? Семерка кубков. На самом деле нет. Здесь не выпало одиночество. Семерка кубков – это карта свиданий, любовных свиданий. Она так все значила. Но кажется, а какие любовные свидания, если типа я никуда не хожу? Ходишь. Вообще, ты человек, которому нужна именно любовь. Ты та, которая может эту любовь дарить. И причем, знаешь, ты очень теплая. Вот даже карта такая у меня немного сгоревшая выпала, девочки, не обращайте внимания. Я люблю винтаж, старые карты, чем старше, тем лучше для меня. В общем, ты человек, который дарит любовь. Ты умеешь дарить любовь. Ты светлый человек, ты добрый человек, хороший. Колесо фортуны. Но у тебя своя такая карма идет. Ты выполняешь в своей жизни какую-то вот роль. Если ты на начале пути, в середине или уже, например, пожила, хорошо так пожила, да. Дело в том, что у тебя есть своя роль в этой жизни. Не у каждого есть эта роль в жизни. Понимаешь? А она у тебя есть. И причем выпала карта сразу не отшельника. Смотрите, девочки, мы уже 4 карты выпали. Вот этот перекресток, да. И никакого отшельника здесь не выпало. А выпал 10-й старший аркан колесо фортуны. Причем 10-й, девочки, он идет после 9-го. То есть 9-й аркан отшельника, он на самом деле вами проработан. То есть вы все знаете об одиночестве, какое оно, это горькое или там не очень горькое, да. То есть ты знаешь, что это такое. Но на самом деле это не показано, что ты этого-то страдаешь. И ты не будешь одинока, нет.
Ты не одинока. В твою жизнь приходят люди, которым ты даришь свою любовь. Это люди, собаки, коты. Это те, которые, знаешь, вот есть такие люди, врач. К врачу же на работу друзья не приходят, да, а ты как постоянно на работе. И к врачу приходят пациенты, которые в чем-то нуждаются, в излечении. Ты та звездочка, которая дарит любовь. И к тебе приходят за теплом, понимаешь? И твой такой дар– это дарить тепло. И тепло к тому, кто к тебе пришел. Понимаешь? Вот ты всегда знаешь, что ты как врач. Вот реально доктор, к которому не заходят случайные люди. А многие тебя обходят стороной, потому что боятся там, чтобы услышать то, что они чем-то больны. Понимаешь? Вот и все. И желательно, например, чтобы с тобой кто-то был. Вот лучше твой мир– это на самом деле, чтобы у тебя был постоянно такой вот отток, вот как отток твоей любви к кому-то. Желательно, чтобы у тебя был кот, 2 кота, собака, 2 собаки, да. И вот как на кончике, да, то есть с тебя все время будет уходить вот эта вот переполненность любовью, и ты не будешь чувствовать, например, одиночество. Ты чувствуешь одиночество, когда ты переполнена уже каким-то таким желанием, энергией поделиться с этим миром, с собой, понимаешь? И когда тебе некуда деть эту энергию, ты чувствуешь, что ты одинока. Мы не берем сейчас именно то, когда тебе говорит какая-то соседка или еще какая-нибудь чепушила, тебе говорят, одинокая, она одинокая, там, или старая дева, или еще что-то. Не обязательно, что у тебя должен быть мужчина, да, именно тем, который будет оттоком твоей этой энергетики. Это могут быть дети, это внуки, это приемные дети, это котики, собачки, это птички, я не знаю. Еще вот с этим 10-м старшим арканом жизни, скажем так, да, ты, скорее всего, уже в своей жизни спасала кому-то жизнь. А если еще не спасала, то еще, поверь ты мне, спасешь. Не выпало никакого у тебя одиночества, понимаешь? У тебя выпала просто такая большая, добрая, очень огромная, скажем так, энергетика, большое сердце, понимаешь? И этому большому сердцу всегда тесно, и очень часто тыкает пальцем: "О, большое сердце, какая-то она не такая, у нее какое-то очень большое сердце, оно аж выпирает" в сиську, понимаешь? То есть это вот так, а тебе говорят, а ты начинаешь там думать что-то другое. Одинока ли ты или ты одиночка? Нет, ты не одинока. У тебя есть люди, которые в тебе нуждаются. Еще кто-то придет, рыцарь кубков придет с 2 хазардов. Это человек, он еще не на пороге. Вот это порог, но он еще темный, да, то есть мужчина на пороге, но его еще пока нету. Придет к тебе. Но смотри, тоже вот это не то, что прям с поломанной судьбой 2 шестерки выпало, 6 мечей и 6 кубков. Он, ты как свет в оконце будешь тоже для какого-то мужчины, он будет моложе тебя. Он еще даже не рассчитывал, что вот такое может быть с ним. Поддержишь какого-то молодого человека. А он тебя будет, знаешь, а он тебя тоже не просто так даст. Дьявол и луна. Ты либо мамой станешь, либо у тебя кошка родит, либо собачка родит, либо внуки родятся, либо это мужчина моложе, который идет именно к тебе, да? Кто-то вот такой вот молодой к тебе идет. За любовью тоже. Да. И ты, это знаешь, вот в ближайшие, даже вот 3 года, скажем так, да, ты вот даже, может быть, вспомнишь этот расклад, может, ты его не вспомнишь, неважно. Важно то, что ты выпала императрицей. Императрица, 3-й старший аркан. То есть у тебя вот это одиночества нет. И ты не совсем, скажем так, одиночка. Ты выполнишь какую-то свою вот эту вот любовную миссию, да. И причем императрица выпала, и все-таки император, он тоже тут тебе выпал. Ну, короче, где-то тут выпадал, девочки, император. Это ты свою миссию выполнишь. В ближайшие 3 года придет к тебе новая душа.
за твоей добротой, за твоим большим сердцем, которое будет в тебе прям нуждаться, понимаешь? Ты поделишься, и ты испытаешь счастье, счастье императрицы. Ты испытаешь кайф, счастье и вот прям, знаешь, такую гармонию. Потом, девочки, возможно, начнется еще один новый путь, понимаешь? Колесо фортуны, оно никогда не стоит на месте, оно все время двигается. Все, любимые мои, так что не вешайте нос, котики мои. Все, любимки, пока-пока.